Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Середина августа уже. Сезон, можно сказать, закончился. Пора готовить пчелок к зиме. Как будем готовить к зиме? Значит, будем потихонечку сокращать гнезда. Еще пока рано, но уже скоро будем. Будем формировать будущее расположение клуба зимой, уже сейчас начиная. Ну и будем проверять, сколько у них кормов, сколько надо дать, сколько у них есть. Может, наоборот, надо забрать, потому что подсолнух у нас закончился. Но бывает, в конце августа, в сентябре в начале выстреливает или золотарник, или еще какая-то гадость. И они еще приносят себе меда. В общем, тут надо на контроле все держать. Вот сейчас уже видно, что пчелки больше летают на какую-то из сторон улья. В этом улье на левую сторону больше летает, на правую меньше. Значит, они расплод располагают с левой стороны. А тут наоборот, больше летает на правую сторону, но не столько летает, потому что лед сейчас слабый, некуда им летать. Больше сидят на литках и полируют литки. Так вот, больше сидят с правой стороны. Значит, у них клуб сместился направо. Значит, левая сторона им не надо. И будем их потихонечку с левой стороны закрывать. Потому что сейчас такое время, что уже им целый улей не надо. Сейчас им будет достаточно 13-15 рамок для жизнедеятельности. А другая половина улья получается невостребованная. Значит, мы там закрываем литки, чтобы никто чужой не шастал. И организуем там склад на зиму. Ставим туда рамки, которые пойдут на зиму, из которых будем формировать зимние запасы. С правой стороны больше сидят, значит, тут закрываем левую сторону. Все эти литочки закрываем, они уже не нужны. Вот интересная ситуация. 27-рамочный улей. Сидят пчелки как слева, так и справа. Вполне возможно, что здесь пчелы раздвоились, то есть живут на две семьи в одном улье, и одна семья разбежалась на две половины. Такое бывает в 27-рамочных ульях. Это их недостаток августовский. Потому что после медосбора вот так вот семьи иногда разделяются. Потому что после выкачки меда попала на эту сторону какая-то рамочка с расплодом. И там же сразу сформировалась маленькая семейка. Ну, когда мед качаешь, некогда за этим смотреть. Бывает, ошибка совершается. В 20-рамочных ульях обычно такой ситуации не бывает. Потому что они в любом случае объединяются. И тогда живут посреди литков. Ну а 27-рамочные улья длинные, тут такая история бывает частенько. Итак, август месяц, наверное, самый сложный месяц в сезоне. Потому что от этого месяца зависит от того, как пчелы себя будут вести в следующем сезоне. Плохо поработаем в августе, значит, будем иметь хиленькие семьи весной. Значит, не соберем ни майского меда, ни черта. Так вот, в августе месяце, если накосячим, то считайте, что весь следующий сезон тоже пошел косяком. Поэтому в августе желательно не косячить. Что делаем в августе месяце? В августе месяце мы что делаем? Правильно, мы выкачали мед. И теперь нам надо привести семью после взятка, которая находится в бешеном состоянии. Они больные медом. К ним надо относиться как к больным пчелам. Ничего зазорного в этом нет. Сейчас пчелы больные, потому что они мед собирали, теперь резко взяток кончился. У них анархия в улье, никто не знает, чего делать. Надо семью поставить на правильную колею и делать, заставить то, что надо нам. А что надо нам делать семью? Заставить в августе месяце. В августе месяце нам надо создать такие условия для семьи, чтобы в зиму пошла хорошая, сильная семья. Хорошая, сильная семья перезимует. Весной будет хорошая, сильная семья, но уже перезимовавшая. Видно, все залито медом. Это я откачал подсолнух, и они на остатках подсолнуха еще принесли кучку меда. Рамки не запечатанные, но меду хватает. Будут сильные семьи на зиму, будут сильные семьи весной. Будут сильные семьи весной, будет удачный сезон. Будут хилые семьи, ничего хорошего из этого не получится. Это я так мед распечатал. Какой я молодец. Ну, как распечатывал, так и имею. Плохо откачанная рамка, сразу видно, проблема возникает на рамке. И вот эта рамка и не туда, и не сюда. Ни расплод сюда не заложить, ни мед. В общем, можно сказать, испорченная рамка. Такие рамки в гнездо не годятся. Неправильно распечатал рамку. Ну, косяк мой. Что ж ты сделаешь? Бывает. Так вот, после выкачки меда семьи надо обязательно осмотреть. Первое, на предмет наличия матки.
Это желательно сделать после дней 5-6, после того, как вы выкачали мед. Посмотрели, все-таки сумели вы матку задавить или ей опять повезло. Если ей опять повезло, значит радуемся. Если вы ее все-таки успешно задавили, справились со своей задачей, то надо им срочно давать запасную матку. Потому что без матки дело плохо. Тем более август месяц. В августе месяце пчелы маток принимают плохо, выводят маток плохо. С матками в августе месяце проблемы. Ну, понятное дело, что если у вас несколько ульев, то вы можете через 5-6 дней посмотреть. Если у вас большая пасека, то нифига у вас так не получится. Времени просто не хватит. Ну, значит, смотрите позже. Но обращайте внимание на то, чтобы была матка. В общем, ее искать не надо. Смотрите, есть яйца или нет яиц. Почему через 5-6 дней? Потому что через 3 дня яиц в улье не остается. Личинка выходит на 3-й день после того, как матка отложила яйцо. Вот через 5-6 дней зашли, яиц нету, значит и матки нету. Расплод открытый может быть разновозрастной, но яиц нету. Значит, с маткой проблема. Матку вы успешно ликвидировали в процессе выкачки меда. Видно, мед они принесли себе. Выкачал я мед, они принесли на зиму, им хватает. Ну а если вот вытягиваете рамку, видите, яйца засеянные, ну все, можете дальше ее не искать. Зачем она вам надо, пусть себе работает. Так, теперь по поводу работы. Для того, чтобы матка откладывала яйца, а в августе месяце у нас есть только один круг для того, чтобы матка отложила яйца. То есть она в августе месяце должна максимально отложить яйца. Этот расплод должен в конце августа выйти. И вот это будет наша семья на зиму. Это будет зимний расплод, который пойдет зимовать. И такой силы у нас семья будет, сколько матка отложит сейчас в августе месяце яиц. Для этого ей надо обеспечить место под засев. После того, как мы выкачали мед, место под засев у нас тьма. Это ж понятное дело, меду нет, значит рамки пустые. Засевай не хочу. Но дело в том, что медосбор-то у вас не кончился, и уже на остатках подсолнуха, когда вы выкачали мед, или, допустим, у вас поздний подсолнух, другое поле зацветает, тут матка начинает работать на перегонки с пчелами. То есть кто первый? То ли матка засеет рамки, то ли пчелы зальют их медом, и ей не будет куда откладывать расплод. С этим делом надо быть осторожно. Если видите, что взяток продолжается, значит мамке обязательно надо обеспечить место под засев. Если места под засев не будет и расплода, значит семья у вас охлянет после взятка. Значит, что у вас семейка идет очень слабенькая в зиму. Выходит слабенькая весной, и никакого сезона хорошего у вас не будет. Будете бороться целый сезон со слабыми семьями. Зачем оно вам надо? А все потому, что прозевали в августе месяце место под засев матки. Такая вот ситуация может быть. Но я по своим пчелам вижу, что они никуда не летают. Я мед выкачал, они еще полетало буквально дня 3-4, и все, лед прекратился. Пчелы никуда не летают, сидят на литках, полируют литки. Что это значит? Это значит, подсолнух у нас отцвел, и больше им собирать нечего. Раз нечего собирать, значит они никуда не летают. Значит они все сидят в улье. Понятное дело, что семья после взятка потрепанная, но тем не менее они все сидят в улье. Труднее сейчас уже не надо. Самая главная ошибка августа месяца у начинающих пчеловодов — это они надеются, что они нарастят семью, силу семьи в августе месяце. Думаю, сейчас матка начнет откладывать яйца, когда как будет у меня семья огромная. Так вот, в августе месяце семьи уже не растут. В августе месяце дай бог, чтобы семьи остались на том же уровне, на котором они были после взятка. Они могут стать только меньше. Вот началась первая рамка с расплодом. Видно пыльца, есть расплод открытый, они его печатают, но здесь его немножко мало. Ну и начинаем считать, сколько у нас рамок с расплодом. Для того, чтобы семья была хорошая, сильная в зиму, должно быть около 8 рамок расплода. Ну или, допустим, там 9-10 рамок с расплодом, потому что они же не полностью засевают расплодом все рамки. Так вот, никогда не надейтесь, что у вас семья вырастет в августе месяце. В августе месяце они только могут ослабнуть, поэтому пчел надо беречь. У нас взятка нет, пчелы сидят, поэтому у нас проблем с местом под засев нету. Ну, опять же повторюсь, если вдруг у вас такая ситуация, что у вас поздний взяток, поздний подсолнух, золотарник может меду дать нормально,
И так бывает, что пчелки заливают место под засев. В этом случае они работают с маткой на перегонки. Она закидывает рамки яйцами, они заливают медом. И тут уже кто кого обгонит. Вот пчелки приготовили рамочку под засев. Есть пыльца, но яиц нету. То есть мимо расплода. А нам, опять же, повторюсь, надо обеспечить работу матки так, чтобы у нас было около 8 рамок расплода. Иначе у нас не получится сильной семьи в зиму, потому что эта пчела, которая работала на медосборе, она уже потрепанная, изношенная. И, в общем-то, в зиму не годится. Сейчас нам надо зимняя пчела. И вот как раз зимняя пчела и выводится с конца июля и по, скажем так, число 25 августа. Ну, а так как у нас потепление глобальное нынче, и погода такая осенью теплая, то бывает еще и до середины сентября матка выращивает расплод, откладывает. Так, видно, печатный расплод выходит. Матка тут поработала хорошо. Видно, выкачал я мед, они опять принесли пол рамки меда. Это они уже формируют себе гнездо на зиму. Расплод есть. Вторая рамочка с расплодом. Расплода прилично. Вот сейчас видите такая ситуация, что они пол рамки залили медом. Для зимовки это хорошо, но для расплода это плохо. Почему плохо? Потому что матка же не может всю рамку засеять. И бесконечно длинное гнездо она не может держать, потому что пчелы после медосбора меньше становится. Вообще запомните, главная ошибка на главном взятке, которую делают пчеловоды, и новые, молодые, неопытные и опытные, это они заставляют семью работать больше, чем 15 дней. Ресурс семьи на взятке, на хорошем, обильном, на главном, 15 дней. 15 дней они как дурные собирают мед. Через 15 дней, если семья хорошо работала, семью из медосбора надо выводить даже искусственным способом. То есть запрещать им собирать мед. Потому что если вы семью отпустите и дальше на взяток, вот как раньше подсолнух цвел 31 день. Сейчас такие подсолнухи что-то, конечно, 31 день не цветут. А вот раньше советский подсолнух цвел 31 день. И через 31 день от семей практически ничего не оставалось. Потому что они 31 день, как дурные, собирали мед с подсолнуха. И в итоге после подсолнуха семьи слабые, слабые, прислабые. Вот с того времени пошло такое поверье среди пчеловодов, что подсолнух убивает пчел. И семьи очень сильно слабнут после подсолнуха. После советского, да, ну сейчас подсолнух цветет некоторые вообще 7 дней. Дай бог, чтобы он 2 недели подцвел. Поэтому сейчас уже это правило не сильно действует, потому что не те сроки. Но если вдруг у вас 2 поля подсолнуха, опять рамочка с расплодом есть. Хорошо, молодцы. Маточка работает. То, что здесь на рамке мало меда, пока внимания не обращаем, потому что у них меда с этой стороны было много. Они перенесут, как только расплод выйдет, они начнут отсюда мед таскать в середину гнезда, пополнят себе запасы. Так что пора заканчивать рассказывать, что пчелы слабнут после подсолнуха. Давно прошли те времена, и подсолнух уже не тот. Так, и, соответственно, 15 дней хорошо пособирали мед, сделали выкачку. Или 2 выкачки, кому как повезло, кого сколько подсолнуха было. Все в открытом расплоде. Все, матка работает. Опять же, видно, осенью вот эта проблема. Они готовятся к зиме, они уже начинают формировать ложе клуба. Вот они, 3-ю часть рамки залили медом, а здесь все расплод. А бывает рамки половина залита медом, а внизу расплод. То есть полноценно матка не может отложить яйца. Поэтому ей надо, если вдруг они все залили медом, давать сушь под расплод. Потом будете разбираться с зимней сборкой гнезда, а под расплод место должно быть. Но у меня такой ситуации нет, у меня сейчас взятка нету, поэтому тут все само собой происходит. Мне работы меньше, ну и меду меньше. Так вот, в августе месяце, запомните, 15 дней хорошо работаем на главном взятке, через 15 дней вот маточка бегает с желтой меточкой, прошлогодняя матка. Тоже все в расплоде, в печатном выходит. Маточка бегает, вот она бедненькая, вот ищет, куда отложить яйца, а некуда, некуда. Вот все, забила она все яйцами. И бедненькая мечется по рамке,
ищет место, куда отложить яйцо, а его нету. 4 рамки с расплодом было. Пока хорошо идем. 15 дней на главном взятке и семью из медосбора выводите. Такое правило. Соблюдайте его, будете иметь хорошие семьи в зиму. Не будете его соблюдать, отпустите пчел собирать мед на 20-й, на 25-й день, на 30-й считайте, что от семьи ничего не осталось. Такие вот дела. Зато меда будет у вас много. От этого не денешься. Опять 5-я рамочка. Вся в расплоде. Тут больше открытого. Тут печатный будет выходить. В общем, расплод у этой семьи есть. Ну и проблема с местом по засеву тоже уже есть. Следующая проблема. Это, ребятки, наши семьи, которые плохо отработали на взятке. Что такое плохо отработавшие семьи на взятке? Это те семьи, которые показали низкую производительность по меду на главном взятке. Потому что они к взятку были не готовы. Так, 5-я. Почему они показали низкую производительность? Потому что они не были готовы к взятку. Я видео снимал, что такое семья готовая к взятку. Какой силы должна быть. И вот они, пока был взяток, шланговали. Мед не собирали, а занимались воспитанием расплода. Значит, меду они принесли мало, а расплода у них много. А тут бах, и медосбор закончился, а расплод вышел. Получилось в улье много пчел. Тоже расплода уже нет. Ну вот и все. Вот вам проблема налицо августовская. Недостаточно места под засев матки. Что надо сделать? Надо этой матке дать суши под засев. Потому что она бегает по рамке, мечется. Некуда отложить яйца. Тут все, рамки пошли с медом. Все. Это уже медовые рамки. Тут 5-очок расплода. Вот видно то, что я говорил. На перегонки они работают. Маточка отложила немножко яиц, а они кругом залили медом. И ей больше некуда откладывать. Вот вам гонка между расплодом и медом. Так, ну последняя рамка там медовая. Все, значит что? На лицо у нас проблема с рамками. Нету рамок под засев. Сюда надо маточке добавить как минимум 3 рамки суши, которые мы сейчас пойдем искать по ульям. Найдем и дадим этой матке суши под засев, потому что у нее с этим делом проблема. Пока прикроем, воровства сейчас нету. Если бы совсем взятка в природе не было, было бы воровство, но воровства нету, потому что есть какой-то хоть минимальный, но взяток поддерживающий. Поэтому сейчас можно с ульями смело работать посреди белого дня. Никто никого не бьет, никто никого не грабит, и пчелы не кусаются. Пчелы добрые сегодня.